Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Денис Неведомский, адвокат, политик на связи. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Начать наш разговор сегодня я хотел бы с ситуации в Крыму. Значит, очередное поражение, блэкауты и, собственно, вроде как порадовались первую неделю вот этим ударом, а сейчас как-то начинает отходить эта эйфория, и все видят определенные перспективы. Вчера Путин, общаясь там с военными, как обычно, в общем, выступая на совещании там, с регионами, говорит, ну давайте, нивелируйте, так сказать, ну вот последствия ударов украинских беспилотников. Причем понятно, что тут вот эта ситуация вскрывает то, как похожи украинцы, россияне, ну вообще как бы все с одного поля ягоды, да, то есть пока на самом верху не вставят пистон, в общем-то никто не чешется. Ленинградская область уже быстро, оперативно вводит 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник и контракты на мобильные группы. В общем, началось. Понятно, что сейчас есть определенный запас времени у вооруженных сил Украины до того момента, когда вот эти удары по Крыму и по как бы, территории Российской Федерации, исконной, да, они будут ну, вот, иметь какое-то преимущество и вот наносить эти удары и, в общем-то, скажем так, хвастаться, да, теми успехами, которые они, в общем-то, предоставляют Зеленскому для того, чтобы тот козырял на международной арене. Однако, давайте разберем, насколько вот эта яма для России, насколько успешно ее может конвертировать в какие-то политические выгоды Банковая. Правда ли, что Америка, в общем-то, за Украину, потому что Киев Индепендент вчера написал о том, что, ну, в общем, смотри, говорит, Володя, будь смелее, Володя, имеется в виду Зеленскому, смелости не занимать. И как вы вообще эту ситуацию с ударами по Крыму и дальнобоем, который демонстрирует Зеленский, расцениваете в контексте общего пазла войны, которая вот к чему-то, собственно, идет, но к чему? Первый фактор действительно явной эскалации. То есть Зеленский, которого, скажем так, подбадривают и из последних сил там поддерживают представители глобальной монархии, пытается максимально сейчас крепко завязать узел войны. И в эту копилку складывается и, скажем так, еще более ужесточившаяся риторика и критическое накопление ударной мощи дальнобойных дронов и, соответственно, удар по болезненным точкам, а именно Москва и Крым. То есть, чувствуя геополитическое поражение, глобалисты максимально поднимают ставки. Как бы не 10 тысяч раз не повторяла фон дер Ляйен о том, что Украина побеждает на поле боя, мониторинговые паблики, причем и с украинской стороны, и с российской, и больше, скажем так, я смотрю зарубежные, они свидетельствуют о том, что Россия на фронте продвигается. Поэтому задача стоит не победа на поле боя, а нанесение максимального ущерба России. Причем абсолютно четко понимая, что эта эскалация приведет к ответным еще более, скажем, жестким мерам со стороны России. То есть мы уже слышим это в риторике первых лиц. Мы это наблюдаем по мощности некоторых ударов, которые были нанесены по Украине и по Киеву. И, судя по всему, Россия использует стратегию нанесения мощных ударов не постоянно, а через какой-то промежуток времени. То есть максимально консолидируя средства дальнего поражения, потом в один день наносится мощное поражение. Украина пытается держать темп на протяжении длительного этапа, а Россия наносит удары мощные консолидированно. Не так часто, но тем не менее гораздо более болезненно. Что касается непосредственно военной реакции, действительно,
Украина продемонстрировала, ну, скорее всего, при помощи своих западных кураторов о фактическом изменении структуры войны. То есть, не имея возможности наносить болезненные и эффективные контрудары на поле боя, ну, по ряду причин. Прежде всего, невозможности собрать достаточное количество людей. То есть, скажем, насильственная и антиконституционная мобилизация, которая происходит, это Тришкин кафтан. Ну, это объективные причины, когда ты не можешь конкурировать с противником по уровню мобилизационного ресурса. В любом случае этот этап придет. Почему существуют военные доктрины, которые закрепляют, что потери в определенного процента армии после такого достижения этого предела необходимо войну заканчивать теми или иными переговорами. Поскольку Украина свой суверенитет утратила давно, она не может по своей доктрине действовать. То есть ей приказали биться до последнего, она будет это делать. Именно поэтому в той ситуации, когда мы теряем территории, мы находимся в очень тяжелом экономическом, гуманитарном, социальном состоянии. Нет инициативы, которая была бы заметна внутри общества и государства о достижении хотя бы перемирия. То есть речь идет о максимальной эскалации. Вот то же самое мы наблюдали перед 22 годом, перед 24 февраля, когда Зеленский на форуме по безопасности в Мюнхене, то есть в своей риторике дошел уже до, скажем, пересмотра Будапештского меморандума. То есть это говорит о том, что задача поставлена совершенно иная и цели совершенно иные, чем декларируются. То есть кем поставлены безопасность... задачи? Ну, мы уже об этом говорили. Зеленский, Украина плотно находится в орбите глобальной монархии Великобритании и примкнувшего к ним альянса из европейских стран Европейского Союза, прежде всего самого ЕС. И, скажем так, Карни, Канада, Австралия, Новая Зеландия. То есть это тот союз, который был сформирован после Второй мировой войны, который роль главного полицейского, главного военного полицейского и финансиста выполняли Соединенные Штаты. После того, как Трамп пришел к власти в Соединенных Штатах, в 2016 году у него не было еще таких возможностей для полного переформатирования политики Соединенных Штатов, хотя он пытался, а в 2024 году уже начался вполне осознанный процесс выхода Соединенных Штатов из этого альянса, в котором Соединенные Штаты не имели решающего слова. Сейчас как бы этот вопрос пересматривается. Более того, в Соединенных Штатах начался очень интересный процесс по, скажем, расследованию процессов, которые были. И сейчас очень важный, который идет, это по поводу биолабораторий. То есть украинская власть эту тему всегда отрицала и по классике Геббельса засмеивала. То есть для того, чтобы дискредитировать какую-то информацию, ее нужно выставить в смешном цвете. Ну да, боевые комары, вот это вот все. Да. Причем, кстати, уже ну, как бы ликвидировали, да, вот этого генерала химзащиты, который, в общем-то, это все, ну да, вот выносил, опубличивал, да, и поэтому сейчас вроде как эту всю тему замяли, но, как бы, конечно, Тулси Габбард поражает. Причем тут же что интересно, вот вы фокусируетесь на Украине, сейчас продолжите, но это же касается всего мира. Это касается и той же Ухани, это касается и других территорий. И тут ты начинаешь немножко сталкиваться с совершенно другой реальностью. Так а чего хотели на самом деле, раз давали такие деньги и финансировали, и создавали подобные режимные объекты? А имеет ли география создания этих режимных объектов значение? Ну, давайте пройдемся по фактам. Наверное, известно уже такое, скажем, уже публичное лицо, как Тони Фуши. Тони Фуши – это тот самый человек, который стоит у истоков создания системы лабораторий, биолабораторий за рубежом. Отходя от власти,
в 2024 году Байден помиловал 2 человек за тот период, который был. Первый – это его сын Хантер, и второй – это Тони Фуш. Что ж такого, если по Байдену младшему понятно, ну, плюс то еще к этому вопросу мы вернемся. А вот что ж такое сделал Тони Фуши, за что его следует наперед помиловать? Этот человек стоит у истоков создания сети биолабораторий сначала в Соединенных Штатах, а главное за рубежом. В 2014 году, когда биолаборатории еще были сосредоточены в Соединенных Штатах, в прессу попало ряд публикаций, причем на USA Today, то есть достаточно читаемой платформе и смотрибельной. И там информация была именно о том, что в ряде биолабораторий происходили ошибки. Но ничего себе ошибки с сибирской язвой. Ничего себе ошибки по безопасности. То есть штаммы, которые могли храниться, например, в особо безопасных лабораториях, там по той или иной причине перемещались в лаборатории со средней или с малой степенью защиты. А птичий грипп по ошибке был, причем тот штамм, который составлял 50% смертность человека, перемещен был на обычную птицеферму. Тоже якобы по ошибке. Далеко не факт, что повлияли эти ошибки. Повлияло то, что это попало в прессу. Напомню, что эти все события и формирование вот этой организации, которая занималась биолабораторией, совпало с Майданом в Украине, вторым Майданом. После этого и было принято решение о перемещении. Чтобы вы понимали, по всему миру американских лабораторий 120 в 30 странах. 40 из них в Украине. То есть, какой дисбаланс. То есть, завоевав эту территорию в результате цветной революции, американцы использовали ее по полной. Переместив более 30% всех лабораторий в одну страну. И это не просто как бы вопрос, почему, в чем вообще вопрос этих биолабораторий. То есть, это исследование, то есть, это создание биологического оружия. Нет, это полностью процесс перестройки общества на основании вот новой реальности. А я знал, что над украинцами что-то распыляют. Я думаю, что к мозгам украинцев имеет отношение другой вирус, связанный с пропагандой. А этот вопрос, он не вопрос тестирования на украинцах. Вопрос перемещения биолабораторий, задача которых дать возможность вот этой вот трансгуманитарной политики, которую проводят глобалисты Великобритании, Демократической партии Соединенных Штатов, в какой-то определенный момент ввести внешнее регулирование. То есть, если вы помните высказывание принца Филиппа, это отец нынешнего короля Чарльза, он сказал, что если бы у меня была такая возможность, я хотел бы превратиться в смертельный вирус для того, чтобы помочь человечеству бороться с перенаселением. То есть, это мальтузианская теория, которую там часто ее относят к теориям заговора. На самом деле, это вполне определенная политика. И то, что произошло с уханьским вирусом, это на самом деле как раз вот первая проба пера. Что произошло в результате? В результате произошло именно становление полицейского государства, установление рамок, трансгуманизм как власть экспертов над человечеством, установление специальных органов, которые будут управлять вразрез с суверенным управлением любого государства. И мы действительно получили так за очень короткий период все вот эти вот договоренности, все законы, которые казались бы незыблемые, там, все конвенции, там, включая там, Европейский Союз, они все в секунду превратились в ничто. Установление массового контроля над гражданами через съемок, установление кодов безопасности, закрытие границ. То есть, все, что человечество вот себе напридумывало, оно обнулилось в секунду. И более того, организация, о которой мы говорим, которую возглавлял Фуши,
Это та же самая организация, которая управляла Уханьской лабораторией и которая управляет лабораторией в Украине. То есть это прямая связь. Если мы все-таки, ну, имея в виду, что с вирусами было покончено, как только началась война, оценим ситуацию сейчас. Насколько все считывают, да, послания со стороны Российской Федерации от самого лично Путина, да, и Лавров тоже вчера давал, ну, выступал, да, перед прессой и давал комментарии по поводу всего происходящего. Несмотря на то, что риторика сохраняется, что Россия готова ко всем переговорам и с Европой, и с Украиной. А это, кстати, очень важное заявление. У нас, как обычно, да, вот посмеялись, плюнули, растерли и забыли. А на самом-то деле это очень важно. То есть давайте откатываемся на Стамбул-2. Это примерно год разницы. Когда, помните, обменялись в конце августа меморандумами. Ну и на этом все и закончилось. Вот откатываемся на ту платформу и от реалий на земле, от, собственно, текущего положения дел и учитывая принципы Анкориджа, идем по пути Стамбула-2. Может быть, не так внятно, не так пропагандистски остро, не так, ну вот так точечно, да, структурировано, но этот сигнал был послан. Послан не только там в Украину, да, потому что это, ну, как бы, все-таки речь идет о прямых переговорах, но и конкретно на Запад. Как вы думаете, ждать ли возвращения и возрождения Стамбула-2? Ну, по моему мнению, Стамбул-2 невозможен. То есть точка бифуркации в переговорах пройдена. Стороны абсолютно определились с несовместимостью своих позиций. И по действиям и по риторике украинской власти мы видим, что цели на достижение соглашения нет. То есть они пойдут на какое-либо соглашение только тогда, когда ситуация станет безвыходной. Потому что именно такая цель и такие задачи перед ними поставлены. Отсюда все эти разговоры, абсолютно не имеющие отношения к реальности, к созданию там совместных производств по производству Patriot. То есть это узоры на воде. И не стоит задача у западных кураторов обеспечить безопасность Украины. Не стоит такой задачи. То есть стоит задача создания максимального количества поражающего оружия, такое как дроны дальнобойные, для нанесения максимального ущерба. Понимая при этом, что будет лететь в ответ, обеспечить прикрытие Украины, предприятий Украины, городов Украины. Для них это не является приоритетом. То есть, чем лучше вы внутри своей цивилизации друг другу надерете задницы, чем больше вы ущерба друг другу причините, тем лучше будут достигнуты наши интересы. Поэтому, когда обсуждаются вопросы о создании совместных проектов по созданию средств ПВО, однозначно нужно понимать, что за этим ничего не стоит. Ничего не стоит. Во-первых, создание такого производства требует значительного времени. И такое производство на территории Украины невозможно в силу того, что все, что есть из России, полетит туда. Поэтому принята, скажем, доктрина максимально на территории западных государств делать производство, как минимум комплектующих. В Украине тут их собирать в разных кооперативах и других там, скажем, промзонах. И максимально использовать для того, чтобы постоянно наносить ущерб России. Повторюсь, Крым и Москва избраны именно потому, что это самые болезненные в психологическом плане, прежде всего, не в экономическом. То есть то, что, по идее, пропагандистов должно сработать на, скажем, раздражение и испуг россиян, и что максимально, по их мнению, должно поднять боевой дух украинцев. Что вот от нас отняли Крым, а мы сейчас сделали так, что жизнь там невозможна.
Вот Так а Москва в чем, говорит, смотрите, сейчас, а давайте вот коротко, но точечно разберем. Москву и Крым. Вот, в принципе, я с этого и начал. Ну хорошо, там невозможно жить в Крыму. Времени утекло достаточно ну, много. Воды много утекло, да, то есть мы понимаем, что вот так, если посмотреть, окинуть взглядом на народ, да, украинский, да, уже все и не помнят, как это в Крыму, там Ялта, вот это все, Алушта, Евпатория, как все отдыхали летом. В принципе, все было нормально, то есть татары, не татары, русские, все как бы было, ну, было все хорошо в этом отношении, да. Но и, в принципе, ну как бы времени прошло. Вот просто я по поводу Крыма вижу, и вот никто об этом не говорит. У нас есть только там такие гордоны, которые выходят и говорят, мы возвращаем Крым. Ну, Денис, ну, елки-палки. Ну, вот это то, что они сейчас, как они сейчас ведут себя, какие удары наносятся, как это, собственно, как высказывается Федоров, да, министр обороны Зеленского. Ну, это означает, что мы уже Крым, мы с ним давно простились. Крым это уже, это признание, что это российская территория. Никто в этом, под этим углом не рассматривает вот эту ситуацию. да, смотрите, например, ситуацию под тем углом, что Крым это была плата за продажу Украины. Отказ украинских граждан, украинского общества от любого развития. Отказ от Конституции. Отказ от защиты фундаментальных своих политических прав. То есть власть, которая пришла в результате Майдана, сознательно впереди России бежа отдали Крым для того, чтобы иметь возможность сформировать тот проект, который сейчас существует. То есть проект войны, проект постоянной конфронтации, проект узурпации власти. И, конечно, интересы украинцев, находящихся в Крыму, интересы крымчан здесь явно не на первом месте. Поэтому вы пытаетесь рассматривать это с гуманитарной точки зрения. А тут нет гуманитарной составляющей. Им плевать абсолютно, кто там выживет, вообще не выживет. И вот эти разговоры о том, что вернуть, скажем, души крымчан Украине, вы же видите, что говорится одно, делается противоположное. Конфронтационность проекта Украина презюмирует причинение вреда всем, своим собственным гражданам, внешним, соседям, Вселенной. Задача не развития, задача разрушения, уничтожения. Что хорошего на самом деле, что полезного, кроме удовлетворения вот этого молоха украинского, приносит нанесение ударов по Крыму. То есть, какая глобальная военная цель преследуется? Но не оттуда идет наступление, главное. Не оттуда, не из Москвы и не из Крыма наносятся главные военные удары. Но не с рынка, но не с заправок. Это именно момент торжества Молоха в том, чтобы разрушить то, чего Украина лишилась. То есть, по принципу «не доставайся ты никому». И опять же, даже не вопрос в том, что кто-то как-то может лучше это использовать. Вопрос именно в том, чтобы максимально посеять здесь разрушение. Максимально использовать это в информационной войне. Вот видите, мы говорили, что у них жизни без нас не будет. Они ушли от нас, там, радовались, что хоть камни с неба, и мы вот сделали им камни с неба. Это не имеет значения для реальной войны, перманентной, но это имеет огромное значение в пропагандистской войне. Конечно, вы сейчас задаетесь вопросами того самого оруэлловского двоемыслия. Если вы хотите вернуть и Крым, и крымчан, и при этом делаете так, что они вас возненавидят поколениями, то, соответственно, задача возвращения умов крымчан к Украине, она не решается, потому что не ставится. Задача совершенно другая. Максимально консолидировать тут ура патриотов, показать о том, что вот мы как им
посмеемся с ними. Там сколько мемов было на эту тему, да, как все было душевно, теперь приходится уезжать. То есть, это чисто пропагандистская история. Она, может быть, имеет какой-то и военный смысл, но далеко не на первом месте. Далеко не на первом месте, и другие регионы, допустим, играют не менее важную роль. Намного более важно то, что сейчас происходит по линии фронта, начиная с Запорожской и заканчивая Сумской областью. Но Украина свои задачи поставила главными именно нанесение максимального ущерба тылу России и сфокусировав внимание на болевых точках, таких как столица и таких как Крым. Ну вот смотрите, тут же тоже очень интересно, если в этом ракурсе сравнить все происходящее. Вот никто не понял, я постоянно привожу этот пример, извините, уважаемые подписчики, может вам уже как бы обрыдло это, но это Курская авантюра. Когда Украина была жертва, когда Украина там на нее напали, вторглись, а потом она вторглась на Курскую территорию и там удерживала достаточно продолжительное количество времени вот этот кусок Суджи, Суджанский район, вот это вот вся, да, как бы канитель, то все говорили, да елки-палки, что вы делаете? Ну, то есть вы же делаете так, как Россия. Удары по Крыму, это, ну, вот и то, то, как вы это все как бы описали, это в принципе то же самое. То есть Россия наносит эти удары, эта война происходит, поколениями украинцы, да, вот, как бы оторваны от россиян, и это какая-то такая общая работа получается на выполнение вот этой задачи. А сейчас еще, Денис, и Беларусь затаскивают. Лукашенко говорит, у меня командировка, я там поехал. Непонятно, собственно, что будет после ультиматума Лукашенко от Зеленского. А ведь по большому счету, если посмотреть, опять-таки, вот с этих позиций, с этого ракурса на происходящее, то это, ну, помните, в истории Киевской Руси был период междоусобиц, да? Ну вот, пожалуйста. Только тут уже немножко с современными технологиями, с оболваниванием населения, с ну, такой откровенно лживой историей, с перепрошивкой от традиционных ценностей в сторону, ну, не знаю, в какую даже сторону, не хочу описывать, потому что все понимают, что... и вот у меня язык не поворачивается назвать Украину православной страной сейчас. Хочется, я понимаю, что это правильно, что это там, ну, действительно, люди православные, люди не виноваты, что вот это все, но тем не менее, да. То есть просто оторвать, разорвать, стравить между собой. И тут вам, смотрите, на очереди и Беларусь. Ровно то же самое сейчас действует в такой же общей канве вот этого разрыва действует Зеленский. Что думаете, ударит по Беларуси? Во-первых, Украина находится в культурной, религиозной оккупации. То есть, действительно, большинство населения являются православными, но в принципе христианами. То есть, ну, то, что происходит в духовной жизни страны, это, конечно, ну, это катастрофа для любой традиционной страны, где семейные ценности больше не являются ценностями, которые культивируются и закладываются. То есть, это леволиберальная, это глобалистская повестка. Поэтому цель как раз и стоит в том, чтобы создать общество, не имеющееся базы, не имеющее отношения к культуре, к земле, то есть максимально размыть ценности. Ну, это чем глобалисты и занимаются, вскрывая другие страны, как консервные банки. Это всегда происходит через общественный, социальный, духовный и культурный дискурс. Отсюда и вот эти вот жабы с гадюками, которые выходят на площадь, скажем так, геи смешались с геями, и кто из них в хорошем смысле, кто в плохом, уже как бы определить невозможно. Такого удовольствия давно не получали ни те, ни другие. Что касается приведенных вами примеров, то действительно это все звенья одной цепи.
И Суджа, и бомбардировки Крыма, и ситуация, которая назревает с Беларусью, это как раз продуманная политика глобалистов для того, чтобы максимально не дать затухнуть костру вражды. То есть создание таких болезненных моментов, таких болезненных этапов в этой войне, чтобы как можно дольше украинцы и русские продолжали друг друга убивать. Чтобы появились такие моменты кровной вражды, которые долго не будут заживать. То есть, если какие-то начинаются... Если уже затронули вопрос Беларуси, втягивания в войну, причем в публичном дискурсе, это говорит о том, что действительно у них дела не лучшие, и они используют уже все возможности для того, чтобы поддерживать огонь войны. И было понятно Ну, вы абсолютно, какой-то что оптимист, если честно. Ну, Суджанская операция, она не... сами по себе цели, чтобы не ударили по суммам, это не выдерживает он никакой критики. ну, подождите, нам рассказывали о том, что захватили территорию, чтобы ее обменять. Помните? Это официальная информация. Где она? Нет ее. Все Не там только. смеются, говорят, вот сейчас такая новость прошла, это я вчера так немножко удивлялся даже, постил у себя в телеграм-канале. Южная Корея там примет пленных северокорейских солдат. 2 человек? Ну, 2 человек? То есть, тут тоже очень интересный момент, да? То есть, вот, да, прислали контингент, Ким Чен Ын, понятно, что они потренировались и все, ну, как бы, тут много там этих подтекстов тогда, когда Курскую область помогали россиянам защищать, но приняли 2 этих корейцев, показали их, покрутили. Ну так и что? Ну и хорошо, то есть дальше. А потом военные рассказывали украинские, что ну как-то корейцы такие, конечно, вояки, в плен не сдаются. Ну вот, как бы они готовы погибнуть, умереть и руки на себя наложить, если что. Да? То есть, как бы нет этих пленных. То есть мы видим, как высосали из пальца по какому-то поводу спустя почти, продолжительное количество времени, да, то есть когда вот с Курской областью все закончилось. То есть, а нам показывают каких-то военнопленные, корейцы, Южная Корея примет, репатриировать не... Ну, короче, какая-то абсолютная ересь. И вот так это все и работает. Почему я об этом сейчас останавливаюсь, да, и вот с основной темы перескакиваю сюда? Потому что так работает и, вот эта вот история с враждой и с борьбой. Единственное, что у меня, конечно, ремарка, что вы, как бы, наверное, если вы считаете, что у глобалистов дела плохи, раз они втягивают Беларусь, они уже используют все, что можно, это все-таки оптимистичный вариант. Я думаю, что много пакостей еще заготовлено. Скажем, Беларусь не последний, но один из очень важных. То есть, для того, чтобы война получила новый импульс, нужны новые участники. И задача пропаганды – это не выстраивание логических связей на основе достоверных фактов. Это создание альтернативной реальности. Вот этой альтернативной реальности и существует сейчас украинское общество. И очень... Вспомните, 3 было версии, почему зашли на Суджу в Курскую область. Первая – это перенести войну на территорию врага. Вторая – это... Стояли войска, готовые атаковать Сумы, и мы нанесли первый удар. Ну и 3-ю версию вы озвучили. То есть задача на самом деле это из того же самого кошика раздувание максимально пожара войны для того, чтобы это было максимально болезненно. Для того, чтобы ни у кого не возникло идеи, не дай бог, мириться. Идти навстречу друг другу, то есть с каких-то компромиссов. То есть это была кормежка ура-патриотизма в Украине и создание таких же условий для того, чтобы еще более непримиримыми стали русские. И эта цель, да, определенно, они увидели, что эти цели работают. Что до Суджанской операции, там даже можно, если обратить внимание на социальные сети в России, то есть градус враждебности вырос кратно. Именно после Суджанской операции.
И то, что сейчас происходит, а именно и риторика, и удары по Крыму, удары по Москве, также работают именно на эту мельницу враждебности. То есть создаются новые информационные поводы, новые, скажем так, цивилизационные раны, заживлять которых будет с каждым разом все труднее, пока это не перерастет в сепсис. Беларуси войну втянуть не удастся до тех пор, пока не будет нанесен прямой удар. То есть провокации, создание там казус белли, это все уже мы наблюдаем. Публичная риторика, там, но втянуть в войну Беларусь не удастся, не разменяв участников. То есть на саму Украину недостаточно будет. Провокации со стороны, которые могут быть устроены, там, может быть, балтийских государств. То есть, когда война придет уже в белорусский дом. И Лукашенко, как один из самых мудрых политиков Европы на сегодняшний момент, он прекрасно понимает эти риски. Почему, скажем так, относясь к Зеленскому, мягко говоря, с невысоким уважением, он очень тщательно выбирает слова. И даже угрожая, он это делает эзоповым языком. Потому что мудрый человек не понимает, насколько высоки ставки, насколько не самостоятельна Украина. И все эти моменты, которые создаются в информационном поле, они же, это не только задача внутри украинского или российского общества. Это большая работа и внутри западного мира. Для того, чтобы поддерживать эйфорию, для того, чтобы поддерживать градус напряженности, консолидации, для того, чтобы выделять дальше деньги, актуализировать свое политическое будущее и наносить внутренние удары по тому же Трампу, да, это тоже в полной мере используется. Да. Даже кураторами это используется для этого в большей степени, чем то, что происходит внутри украинского и российских обществ. Тут уже больше интересы затронуты местных властей для того, чтобы это использовать в собственных политических целях. А западные кураторы используют это именно для консолидации собственного общества, для увеличения своих электоральных возможностей. Но при всем при этом, на чем строится мой оптимизм? Кир Стармер ушел в отставку, первый пошел. Это не изменит сейчас суть британской политики, поскольку не премьеры определяют ее. Во всяком случае, не те премьеры, которые до сих пор были. И до победы, скажем, условного Фараджа и реформ ЮК еще пройдет определенное время. И до этого времени политика британцев не изменится. То есть, если удастся Трампу навязать Европе и Великобритании свою политику, он это делает довольно-таки успешно. И отставка Стармера как раз об этом и говорит. И, скажем, истерика по поводу Ирана, и истерика по поводу войны в Украине свидетельствует о том, что это давление приносит свои результаты. Следующим будет Макрон, потом будет Германия. Как только в ключевых странах ЕС, кто бы что ни говорил, ЕС это все равно не союз равноправных суверенных государств. Это уже давно некое подобие федерации, где центр определяет правила игры. Есть, скажем так, крупные сюзерены, которые поддерживают монархию брюссельскую, которые, соответственно, на плечах их и держится вот их мнимая мощь Брюсселя. Как только там будут поменены, они будут в ближайшее время, там год-полтора, сменится там власть, роль Брюсселя будет нивелирована снова для, скажем так, организатора симпозиумов, встреч. Но это уже не будет тот центр, который определяет политику суверенных государств. То есть, на сегодняшний момент ЕС однозначно превратился уже в подобие федерации. И очень важной вехой в этом стало решение Европейского суда против Ирландии, которые четко в решении суда прописали, что условные демократические ценности Евросоюза имеют приоритет над суверенными правами и традициями государств. То есть, я понимаю, что есть принципы общие в Европейском Союзе, с которыми все соглашались, но вот эти вот аморфные, не закрепленные четко демократические ценности, это то дышло, которое можно поворачивать куда угодно, использовать для чего угодно.
Европейские страны, вступая в Европейский Союз, они не соглашались на эту леволиберальную повестку. То есть то, во что они превратили общую как бы толерантность друг к другу, они превратили в элемент безусловного подчинения и управления. То есть то, что должно было сближать и, наоборот, давать возможность развития, оно стало принципом формирования управленческой вертикали. И как только будет изменена, повторюсь, власть в ключевых странах Европейского Союза, потому что в других странах оно уже меняется. Они там сумели, казалось бы, глобалистам удалось отыграть Венгрию. Но Венгрия действительно настолько, там такие глубокие националистические традиции, что кого бы там ни поставили, Орбана, Мадера или еще там кого бы вы там не хотели, через какое-то время все равно или этого человека нафиг снесут местные, либо он вернется в ту колею, которую проводит каждый премьер в Венгрии. То есть они все равно смотрят прежде всего на свои суверенные интересы. То есть нация, которая пришла из-за Урала и сумела в свое время там навалять всем вокруг и построить свое государство с абсолютно нерелевантным языком для Европы, культурой, традицией. То есть она фактически выгрызла себе место в центре Европы. И она действительно не будет идти на моменты ущемления собственных суверенных прав. Болгария вернулась как бы так в свое русло. Словакия. То есть Словения. То есть те страны, на которые глобалисты они ставили ставку, они сейчас задали этот тренд. Осталось только ключевые страны, в которых еще просто не пришло время. На тот момент, когда эти лидеры переизбирались, когда Мерц стал, когда Макрон продлился, то есть тогда еще не был сформирован этот тренд, не набрал сил. А сейчас уже в полной мере. Отсюда и мой оптимизм. То, к сожалению, я наблюдаю, что ни Украина, ни Россия, ни внутренние силы, ни общество не способны создать того тренда внутрицивилизационного, который мог бы положить конец войне. Это наша Ну большая вот беда. почему? Это вот очень... Смотрите, можно констатировать и там демонстрировать этот медицинский факт, но тут важен вопрос, ответ на вопрос, почему не смогли. Почему говорить о мире, это означает предать, ну, там, например, руководство или там Зеленского, хотя, ну, давайте тоже так, вот вы говорили о вертикалях, да, о том, что, ну, тут же ты понимаешь, а надолго с нами Зеленский? Ну, вот имеется в виду, да, исполняет обязанности, руководит, вот надолго это? Да, все как-то, всем плевать насколько. Ну, есть и все. И уже, видите, никто не поднимает вопрос. И в России тоже, кстати, так очень периодически, ну вот Бастрыкин вчера, да, Следственный комитет, выходит, говорит, Зеленский террорист. Но других нет. Ну, то есть, и ты так смотришь это заявление, думаешь, ну, отлично. Ну, то есть, ну, мы говорим о риторике противника, который, казалось бы, должен, ну, может, там хитрость такая, может, еще что-то. Ну, так, а вообще, а внутри есть вообще понимание о том, что, а вы готовы, чтобы Зеленский еще 5 лет воевал и правил? Ну, то есть, вы ничего не можете сказать по этому поводу. Ровно точно так же, да, общее и самое главное, невозможность создать какое-то правильное, адекватное, не пророссийское, не проевропейское, а проукраинское движение, чтобы люди вышли и сказали, мы за мир. У нас вон были митинги, вы же тоже, наверное, наблюдали. Это же тоже какой-то цирк. Я вот поделился, смеются надо мной подписчики. Говорю, слушайте, вот на выходных был митинг ЛГБТ, и вот этих корчинские, ну вот эти товарищи в балаклавах, в однострое, выстроились, Иисус Христос, мы там типа за Украину. Слушайте, мне было бы комфортнее на митинге ЛГБТ. Ну, понятно, все там смеются, там понятно, что такая скабрезная немножко шутка, особенно после откровения там от ведьмы Марии Тыхой о том, как она, ну, в общем-то, развлекалась с одним из министров. Но шутки шутками, но это правда. То есть нам формируют вот эту действительность. У нас марш за семейные традиционные ценности – это не папа, мама с ребенком на шее, который держит ее за ножки. Это не какие-то там светлые, добрые семейные праздники, а это вот эти товарищи в однострое.
Развлекался министр, а не Тихая. Тихая как раз выполняла черновую работу. Тут не надо путать. Трудилась, да. Она выполняла, да, скажем, неквалифицированные, высокооплачиваемые неквалифицированные работы. Развлекался как раз министр. Что касается, если серьезно, от того вопроса перехода от, скажем, констатации факта к решению проблемы, то есть я озвучивал эту мысль крайне непопулярную в Украине и в России, и неоднократно, я повторюсь. И поскольку ситуация только ухудшается, и все иные методы там постучать как там по колесу, покрутить руль, а машина не едет, потому что двигатель заглох. Это все уже не работает. Весь вопрос, нам придется всем пройти через глубокую цивилизационную трансформацию. То есть, ту идею, об Украине говорить вообще как бы не приходится, потому что создали мало того, что полностью конфронтационный проект, более того, он оказался нежизнеспособный даже внутри себя. То есть, Украина как государство могла бы существовать при тех исторических условиях, в которой она соткана из разных лоскутов. То есть, даже украинство тут разное. Это такой феномен, как мультикультурное украинство. И если говорить об этом, то у власти должны были люди быть с высочайшим IQ, с высочайшими моральными качествами, которые пинцетом, скальпелем могли бы управлять очень осторожно, фактически превратив Украину в конфедерацию с широкими правами автономии, соблюдение полностью отдав на откуп областям, регионам, землям, как там можно было по типу ФРГ, вопросы культурного, внутриэкономического развития, сосредоточив в своих руках только вопрос внешнеполитический, фискальный и вопрос безопасности. Вот при этих условиях Украина могла бы существовать какое-то более-менее в среднесрочную перспективу, за нее можно было быть уверен. А здесь пришли люди, которые начали натягивать вышиванку 5-летнего ребенка на здорового 30-летнего мужика. И она начала рваться. Естественно, она выглядит уродливо, неудобно, ограничивает функции, в конце концов рвется. Что касается России, здесь тоже им необходимо будет пройти эту трансформацию. Потому что, как бы что ни говорили, Путин не вечен. И какая будет дальнейшая линия? Ту, которую они продвигали, историю создания русского мира на основании Российской империи, поглощения территорий, оно по большому счету не дало того эффекта, на который было рассчитано. То есть, изначально, да, давайте все вместе, но четко расписанные роли вживались только сюзерен и сателлит. И поэтому вражеским цивилизациям было легко этот вопрос расшатывать. Легко было вносить смуту, играть на националистических чувствах. И это привело к тому, что маргиналы, которые всегда составляли 0,01%, и даже после Майдана маргиналы заняли крайне, скажем, узкую нишу и не влияли в политическом плане на избирателей, на людей, привело к тому, что они фактически возглавили государство. У них появилась возможность влиять на политическую повестку государства. Необходима новая трансформационная идея. По моему мнению, это должен действительно быть славянский союз, в котором должны быть четко прописаны правила, четко определено возможности государств, их маневр, создание единого цивилизационного мифа или фундамента, как хотите назовите его, в котором каждый из участников, где бы он ни находился, Беларусь, Украина, Россия или другие примкнувшие к нему страны, чувствовали себя полноценным участником политических и социальных процессов. Это трудоемкий процесс. Это процесс, который и пассионарный. Он не достигает сразу стратегических целей, но он формирует стратегическое целеполагание. Беда в том, что власти, что там, что здесь, уже пришли к тому, что после нас хоть потоп. Или, как Зеленский сказал, мы пришли навсегда.
И каждая власть, которая приходит навсегда, а у нее в мозгах нацаревает 100 рублей и втикты, она не мыслит стратегически. Они не думают о том, что мы должны сформировать такую линию, которую продолжат потом наши, те, кто нас сменят. Неважно, какой у них будут политические лозунги. Но государственное, стратегическое, цивилизационное целеполагание должно быть сформировано. Должны появиться лидеры, которые способны будут это спродуцировать и объединить в одну идею. И давать возможность, вот как Трамп выращивает, скажем так, своих союзников в странах, которые являются сейчас на сегодняшний момент врагами Соединенных Штатов, суверенных Соединенных Штатов. Точно так же руководители той же России, Украины, не те, которые, не тот, который сейчас возглавляет Украину, они должны способствовать приходу к власти в этих странах таких лидеров, которые будут отвечать этим требованиям, которые будут продвигать эту общую идею. Тут, Тогда у нас тут очень важный нюанс я хотел бы отметить. Это тоже инфраструктура. Помните, Зеленский приходил... Опять так смешно это звучит. Помните, да? Помним. Все мы помним. Как Зеленский приходил и рассказывал нам про лифты. Лифты. Что, мол, кто был никем, тут станет всем. Ну, в принципе, лифты сработали. Продавцы линолеумов всяких и какие-то непонятные деятели сейчас вот в Верховной Раде. Но на самом деле, ну, в этом-то и смысл. У России есть инфраструктура этого. Об этом просто не особо там говорят, но инфраструктура есть. Вот сейчас все там рассказывают, там, вот, выборы в Госдуму, надо шатнуть, ну, вот это вот все, да, то есть перед выборами. Так а кто там побеждает на этих выборах, на там праймерис, вот этих отборах? СВОшники. Ну вот вы понимаете, в чем вопрос? Пока тут все пытаются шатать вот эту модель, инфраструктура работает. То есть человек пошел, повоевал, и у него есть какая-то лестница. Да, она там может не шибко большая, это не какие-то там высоты, но тем не менее. То есть, есть лестница. Это то, что, о чем там говорил Зеленский, это так красиво звучало тогда, но это было сказано буквально пару раз в контексте предвыборной программы, и все. Но инфраструктура – это как бы механизм, да? А вы немножко глубже говорите, вы говорите о наполнении идеей. Можно плевать, ругать, издеваться, и это многие делают и сейчас, и раньше, над, например, Советским Союзом и построением социализма, да? Ну вот, который там должен... Но, давайте так. Помните, был вот этот, как это... секретари как бы умирали, там, мор был, ну вот, один за другим, да, вот в 80-х годах. Раз. И что? Сколько понадобилось смертей генеральных секретарей, чтобы наконец-то там вышел условный Горбачев, и вот все случилось, как случилось. Это тоже тест устойчивости вот этой инфраструктуры, системы и внимания, идеи. Но эту инфраструктуру и эту, а тем более уж идею, в воюющей-то стране не построить. Ровно поэтому глобалисты здесь войну-то и развязали. Совершенно верно. Правильный вывод состоит как раз в том, что лифт – это инструмент. То есть, когда-то еще до войны обсуждалось о том, что как Украина в оцифровании, там, это позитивный же момент, там, или на эфире мне говорят, но это же действительно хорошо, что мы же смогли что-то построить. Я говорю, ребят, ну это же инструмент, оцифровать, извините, говно можно, только оно перед этим, из-за этого говном быть не перестанет, как бы оно красиво не было в электронном виде. Точно так же, пока нет наполнения, пока нет сути создания этой инфраструктуры, кого этот лифт выносит наверх, кого вы туда запакуете, что будет составляющей смысловой, наполнением, которое будет в этом лифте. То есть, конечно, самый главный фактор зрелости общества, которое это способность общества создания собственной интеллектуальной элиты и приведения ее к власти. Общество, которое не способно продуцировать собственную интеллектуальную элиту и привести ее к власти, оно недостойно суверенитета. Те вот эти вот печальные процессы, которые мы особенно наблюдаем у нас, это как раз следствие неспособности, незрелости общества. То есть, у нас кто особо
поговорка о том, что сильно умный, единственное народа, которое имеет негативное значение. То есть человек, который обладает уровнем интеллекта и способностью для стратегического целеполагания, он изгой, он маргинал. Вот в чем самая главная причина. И я поэтому вернусь к началу своего спича по поводу трансформации, что, к сожалению, мы можем надеяться только сейчас на внешний фактор. Это то, что действительно война для ее главных архитекторов перестанет быть актуальной. Ну, так всех перебьют. До этого времени будут потери. Ну, всех перебьют, Денис, ну подождите, давайте, опять-таки, у нас, я прекрасно понимаю, смотрите, Трамп вышел, заявил, Иран, Ормузский пролив, вот это все. А мы тут сидим и с вами беседуем, ну, там, война в Беларуси, да, там, мобилизация, мероприятие мобилизационное в Гродненской области, там, Крым возвращаем, удары, вот это все. А мы тут с вами вот это вот беседуем. Но это же корень, это же вот это вот корень. И вы в конце, получается, подводите черту и говорите, ну так, елки-палки, все только от внешнего фактора. Но подождите, я понимаю, что народ заставили радоваться и прыгать до потолка от счастья, когда там чего-то куда-то прилетело в Крыму. Украинском, Крыму. Ну, то есть, вы же тут сидите и рассказываете, что Крым — это Украина, и радуетесь, как там... А в украинском Мариуполе. А в украинском Мелитополе, да. То есть, а в Старобельске. Бердянске. Ну, то есть, понимаете? И ты немножко понимаешь, что что-то сбилось, не что-то, а самое главное. Но это важно, то, о чем мы говорим. Я позволю себе не то, что там вам оппонировать, но пока мы будем ждать, что там внешняя история сложится, ну, перебьют украинцев. Вот эта идея, о которой мы говорим, она же... Вот, смотрите, пропаганда вот эта, которую мы обсуждаем и осуждаем, она же невозможна, просто невозможно, когда есть вот эта идея, когда есть магистральная линия. Когда есть изнутри силы, которые чего-то стоящего говорят, предлагают, ошибаются, где-то понятно, там, ну, и человек там не без греха. Все это прекрасно понимают. Но пока не родится внутри народа что-то подобное, ничего не будет. Или народа не будет. Понимаете? Сейчас вот все там соцсети, вы тоже, может, попадались вам эти ролики, как ходят украинские там хлопцы и снимают, как девочки там, ну, украинки, да, там ходят за ручку с индусами. И они так возмущаются. А вот надо, чтобы этот молодой парень, который не интересовался политикой, который родился уже, когда война была в 2014 года на Донбассе, да, который там вырос в этой пропаганде, который Майдан этот вообще не помнит. Он сейчас сделали символ, ходят там все, кланяются, поэтому, ну, в гости имеется в виду, Зеленский всех ходит, и все. А чтобы он немножко понял, что девочка с индусом ходит, украинка, а его это возмущает. Поэтому... А это осознание только может дать идея изнутри. И я, например, ну, позитивно смотрю, что люди, ну, как бы возмущаются по этому поводу. А это может быть повод задуматься, проанализировать все, вырваться из этих шор, в которые нас загоняют. Вы меня оптимистом при этом называете, да? Да. Помните фильм «Через тернии к звездам»? Там была биомасса, которая способна только поглощать. Но пока в нее не посеешь разум, пока она не будет объединена какой-то целью, идеей, она бесполезна, бессмысленна. То есть, она способна только на разрушение. Ну, Гюстав Ле Бон об этом писал. Поэтому, к сожалению, я это не упускаю, и мы как раз этот факт констатируем, что сегодня ни в Украине, ни в России нет сил, нет идеи, которая смогла бы кардинально изменить ситуацию и вернуть мир внутри нашей цивилизации, объединить наших людей против настоящего врага, который посеял здесь вражду и смерть. Поэтому, да, я, как, скажем так, человек достаточно прагматичный, понимаю, что или произойдет чудо внутри нашей цивилизации, это самый как бы желанный, оптимистичный и нереалистичный, к сожалению, сценарий.
либо нам придется дождаться изменений в тех странах, которые являются главными интересантами нашего конфликта. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего доброго, друзья. Напишите, с чем согласны, с чем не согласны в комментариях. Я считаю, что нужно говорить. Нужно хотя бы проговаривать, нужно хотя бы там выстроить какую-то возможность в этом всем потоке абсолютного, такого бешеного ритма, в который нас искусственно загоняют головы Геббельса. Нужно думать о главном. Напишите по сути нашего сегодняшнего разговора, что думаете вы. Берегите себя, это самое главное. Добра и света.